Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Давайте узнаем. И июнь у нас словно месяц перехода между прошлым и будущим, а ретро-Плутон до конца лета нам помогает решить какой-то очень важный. Пусть один вопрос, но у кого-то, может быть, как переплелось несколько. И самое главное, что мы возьмем с собой в будущее. Вот именно в течение лета нам предстоит с вами решать. Вот давайте с вами узнаем, какие перемены идут на ваш порог, какие события скоро произойдут, может быть, вокруг вас, о чем вы даже не догадываетесь, а это перевернет, может быть, ваше мнение, мировоззрение, изменит вашу жизнь. Вот карты старинного цыганского пасьянса нам не только расскажут о событиях, но и покажут. Итак, что же спешит на ваш порог? Что совсем близко, уже рядом с вами? С чем это связано? С какими событиями? Смотрим. Мы в нашем пасьянсе можем соединять значения выпавших карт по горизонтали, по вертикали, по горизонтали в крайних рядах. И у вас выпадает очаг. Вот этот очаг имеется в виду семейный очаг, стало быть. Это и домочадцы, но это точно так же вопросы жилья. Вот смотрите, можно вообще дальше ничего не раскладывать. Когда часы прям в самом начале выпадают, это означает добрые перемены. Но у вас еще, мои дорогие, открытая книга. И это в пасьянсе прописано как учреждение. Имеется в виду организации, может быть, конторы, какие-то офисы, ну, у кого-то и буквально учреждение образования. Мы как будто идем для того, чтобы выяснить какой-то вопрос или понимать, как работает закон. Это могут быть и высокопоставленные какие-то лица, это могут быть чиновники, это и ваша заинтересованность, может быть, заинтересованность юридически разобраться, как работает в отношении вас закон. Что-то тут у вас будет очень важное стоять на кону. И вполне вероятно, это из прошлого. Потому что, вот смотрите, череп – это не есть что-то материальное. Всегда говорю об этом. Это наши эмоции, это наши сомнения. Вот так они и идут. Сомнения, переживания. Это вот внутреннее состояние, когда мы гоняем по кругу мысли и говорим, о, получится, не получится. Вот что-то вы хотите, чтобы у вас получилось. Значит, возможно и согласование, возможно и то, что вы прояснять будете шаг за шагом какой-то вопрос, и такие он у вас и прояснится в течение лета, если мы говорим. Но вот посмотрите, кот, когда выпадает, флирт вообще, это хорошее настроение. Для кого-то новое знакомство, я этого тоже не отрицаю. Перейдите на мой сайт, ссылка в описании под видео. У меня уже давно гороскоп готов на июнь. Это мы уже не про карты, а мы об астрологии. Прочитайте, я думаю, будет вам это полезно. Какие-то подсказки, они к вам придут еще в большем номинале. И смотрю, что мы можем еще соединить, пока я с вами говорю. Не вижу совпадения, но, наверное, самое емкое – это вот именно часы, вопросы дома, личной жизни или вопросы, пусть место пребывания, где вы находитесь теперь, и то, что вы будете планировать на последующий период. Но в конечном-то итоге, даже если и есть сомнения, да, ну как-то мало-помалу это все развеивается. Больше, может быть, будет не просто того, что вы хотели бы, к примеру, да, а то, что еще и в ваших руках. Вот именно так. Ладно, давайте продолжим наш прогноз. Не вижу, правда, больше совпадений. Пойдем дальше. И первая карта – это у нас две колоды Ленорман, которые прорисовал в Чаромаркете. И вот на Ленорман они так более нам обстоятельно и, надеюсь, по сферам жизни раскроют то, что спешит в вашу жизнь, на ваш порог. И первая карта – до конца лета. Что нового придет в вашу жизнь? А второе – важное событие. Чем лето вам запомнится? Что вас не оставит либо равнодушным, либо, мои дорогие близнецы, не сможете вы это игнорировать. Вот и оно есть и как будто требует к этому внимания. Что прояснится? В
какой сфере жизни? Что для вас будет внезапно, может быть, что или кто появится неожиданно, да, так мы спрашиваем. И что же тогда изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь? Достанем последний как карта, совет, и одновременно пусть это будет вопрос, к чему приготовиться, то есть что же там ждет дальше. Но все то, что я говорила, домик нам, да, то есть вопросы дома, вопросы личной жизни, потому что соответствует королю червей. Значит, какая-то и четверка одновременно, да, та конфигурация, когда меняет количество на качество. Вот именно качество жизни. Может быть, и знакомых много, а верю не каждому. Может быть, и вариантов, допустим, по заработкам, по работе много, но вот сейчас что-то есть основное, то, что нужно продолжать. Возможно, это и какие-то ваши планы, да, на будущее. Их может быть громадье, будем говорить, этих планов. Но есть вот то, что наиболее перспективно, то, что вот именно сейчас требует вашего внимания. Для чего? Четверка – это число стабильности. Вот давайте дополним. Что же это новое? Это какая-то новая конфигурация по дому, по жилью, по личной жизни. Или, может быть, даже это связано с деньгами. Я тоже не исключаю. Где-то как по Венере. А у нас июнь даже, да, если мы говорим начало лета. Тут очень интересная конфигурация Венеры и Юпитера. Венеру мы называем планетой малого счастья, а Юпитер большого счастья. Но Юпитер это все-таки провластная планета, поэтому правда. Какие-то согласования, договоренности, инстанции могут проигрываться. И для вас как раз в плюс, когда вы сумеете что-то осуществить. Но Венера это все вместе. Это и про любовь, но это еще и про деньги. Ну вот все то, что я сказала. Карта влюбленная. Договариваться придется, но ведь это карта искренних отношений. Та карта, которая говорит о двух людях, которые понимают друг друга без слов. Ну, вот все то, что я сказала. И деньги, любовь, и деньги. Но это помощь высших сил. И кто-то спросит из вас, а что это за помощь? Ну, это вообще-то еще карта финансового успеха, поэтому поступление финансов. Если мы говорим, это важные договоренности, контакты, может быть, контакты, ну, с такими достаточно влиятельными людьми, когда мы можем договориться, как аура для вас более положительная складывается, и люди видят вас и рады как бы, да, видеть, слышать, значит, у вас больше перспектив договориться, опять же, да, или прояснить, или наоборот, в чем-то точку поставить, что-то решить, но вопросы работы, безусловно, по этой карте могут решаться. Где-то карта будет говорить о том, что и по финансам тут как, ну, какая-то интересная конфигурация. Да, она будет через договоренности, но и в личной жизни. Вот все то, что называется стабильностью, это вот у вас как с элементом новизны проходит. Значит, это новые возможности при поддержке высших сил. Значит, и обстоятельства складываются вам в плюс. Важное событие, опять же, договоренности. Аркан башня. Это не та башня, которая у нас в колоде Таро присутствует, а это именно какая-то система иерархии, там, где мы подписываем документы. Возможно, там, где мы ну, что-то узнаем, не без этого. И соответствует это шестерке пик. И часто это значение как дорога. Поэтому, возможно, у вас много дорог будет. Возможно, вы будете, если у кого недвижимость, например, даже, да, на кону решается, стоит такой вопрос. Тогда вы можете много перемещаться, смотреть какую-то недвижимость. Может быть, у кого-то аренда, у кого-то купля-продажа. Одновременно встречаться с чиновниками, с высокопоставленными лицами, подписывать что-то тут, может быть, переподписывать какие-то документы. Ух ты, как здорово! Фортуна сейчас на вашей стороне. И карта говорит, ведь это карта скорости, не упустим близнецы какие-то моменты. Моменты, когда вот вы можете, как и договориться, как и рассмотреть какой-то вопрос по жилью, по работе, по деньгам, по дому, по взаимоотношениям. Потому что именно летом добрая аура, как и вокруг вас, так и, я бы сказала, в обстоятельствах. Вот у вас как больше ресурсов, как больше рычагов влияния. Что прояснится в вашей жизни? А ведь и правда документы. Вот если мы где-то соединяем, карты повествуют и продолжается то, что я начала говорить.
и еще с карт пасьянса. И больше это соответствует семерке пик, поэтому, правда, вы тут сами будете что-то считать, что-то вы будете узнавать, причем вот так наверняка. И письмо, так вот называется в колоде Ленорман. Конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть документ, который в электронном виде. Может быть, и вы будете собирать целый пакет документов. Или это будет с конкретным лицом, какие-то встречи, договоренности, ясность, хочется сказать. Что-то вам тут само идет в руки. Или больше идет возможностей. Ну, давайте мы посмотрим. Всегда ведь, когда документы, да, может быть, мы и предполагали что-то прежде. А вот когда мы что-то подписали или когда мы отправились даже в инстанции, мы уже точно знаем, что же присутствует в нашей жизни именно в реальной. Вот пажи – это вестники. Поэтому у кого-то вести по деньгам, по бумагам, иногда это тоже проигрывается. Для кого-то это может проигрываться как какая-то история, связанная с вашими детьми, может быть, и взрослыми детьми. Пентакли, может быть, даже вопросы, связанные, ну, с работой. Это больше, конечно, для взрослых детей. Как-то вы будете, возможно, участвовать или кому-то оказывать содействие своих детей. Но, может быть, и сама по себе весть. Королева мечей – это ваша карта. Значит, тут не все так однозначно. По этой карте все-таки предполагается, что мы порядок таки в жизни наведем. И будет тот элемент, который мы как отказываемся. Нет смысла, нерационально, нет прогресса. Или когда мы сами понимаем, что, возможно, многое сделали, вот, кстати. Может быть, это даже через бумаги или через новость, которую вы услышите. А может быть, для кого-то из вас это когда вы кому-то помогали. Вот, кстати, я такое могу допустить, потому что по шестерке пентаклей, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. И, может быть, вы как будто, ну, сократите даже вид своей помощи. Ну, для кого-то это может проиграться, потому что у вас сейчас, ну, что-то очень важное стоит на кону. Но и я точно так же могу сказать, что это и ваша перспектива. Когда шестерка пентаклей выпала, ну, как бы энергии работают, когда вы к себе берете, когда вы у себя аккумулируете. Вот эта аккумуляция, она может быть и как и буквально через финансы, но так и через людей, которые вам помогают решить ряд вопросов. Но будьте готовы к тому, что вы явно что-то тут можете изменить. Может быть, это будет связано с юриспруденцией, когда вы узнаете, что вот закон работает таким образом. Есть вот именно такая возможность, другой нет. И вам себя, может быть, и уговорить, или рационально вам придется о чем-то подумать. Все же по этой карте это такое может быть, как проясниться, да? По сути дела, это и проясняется, но еще это и карта действий, когда мы действуем определенным образом, а от какого-то можем и отказаться. И одновременно вот именно рациональное решение какой-то темы, подписание документов для вас открывает путь вперед, путь наверх. У кого-то это будет связано с прохождением курсов. Может быть, это вы определитесь, что, ну вот для того, чтобы получить заветную должность, или вы себя хотите попробовать в каком-то новом деле. Может быть, это как дополнительный доход, кстати. И вы тоже, ну как сядете за парту. Ну, я имею в виду, да, это не университет, у нас сейчас много ресурсов, может быть, курсы онлайн, офлайн. То есть мы что-то изучаем, потому что в последующем нам либо это принесет доход, либо будет способствовать увеличению дохода. Ну, как-то я не совсем поняла. Так а что же там прояснится? Ну, по финансам, по документам точно тут будет что-то проясняться. Но ведь точно так же у кого-то по отношениям. И мы не берем сейчас по астрологии, потому что у нас все-таки выпала пара. У кого-то отношения на новый уровень. Тройка, всегда карта будущего. И это будет связано с оформлением некоторых документов или буквально подсчетом математическим в плане денег. Тут как новая какая-то стезя, будем говорить так, или как новое направление. Может быть, это и сотрудничество, которое касается работы, построения карьеры. Но явно тут есть тот человек, в отношении которого вы проясните какую-то информацию. Может быть, будут проведены важные согласования, когда вы окончательно поймете,
на что согласен человек, или что вам могут предложить, или пусть да это где-то с позиции закона, что мы можем оформить по закону, каким образом сложить в один узор или в какой-то сюжет. И это и бумаги, и деньги, ну где-то и не без юриспруденции, мои дорогие, без знаний закона, как будто тут вот для вас это уже несколько раз проигралось. И это еще где-то шло с карт пасьянса. Вот что-то подобное в течение лета явно у вас будет. Хорошо? А что же появится неожиданно? А может быть и кто-то появится неожиданно. А ведь и правда тут какая-то возможность. Раньше был как стоп или была какая-то пауза. Карта где-то будет говорить 36, это по нумерологии 9. Вибрирующее число. И 9 это может означать, что прежде была какая-то пауза, была заминка, а теперь как будет движение. И вам это по судьбе. Это как прописано, это уже как будто решено судьбой, понимаете? Вот у вас какие-то судьбоносные события. Неожиданно, как возможности могут появляться, не случайно, опять же, перемены, стечение обстоятельств. Но еще шестерка треф, это может быть где-то как 6, ну, именно если мы берем колоду 36, да, карт, или 52, как покерная колода, да, и это тоже дороги. Но если это шестерка треф, мои дорогие, или шестерка жезлов по Таро, это ваша победа. Вам, правда, тут какая-то предписана победа. По пажу жезлов это новое направление, или какая-то новая возможность, или какой-то ваш новый интерес. Аркан Отшельник. Я люблю карту за то, что никто не мешает. И, может быть, вы что-то хотели осуществить. Вот раньше как фортуна не шла. Не было, опять же, какой-то конфигурации, когда складывается и интерес, может быть, и желание, и нужный контакт, и сама по себе вот возможность. Вот тут несколько позиций, как сходятся в одной точке. Конечно, отшельник – это больше о независимости. Может быть, где-то это будет связано и с вашей независимостью, но, может быть, это как выбор пути. Все же это философ. Возможно, это какое-то творчество, которое вам придется развивать точно. Или какое-то новое дело. Я только что об этом говорила по тройке пентаклей. Что мы как садимся за парту. Мы понимаем, что мы можем развить какие-то свои способности, таланты. И вам в этом помогает от начала до конца Уран в вашем знаке зодиака. Это на более продолжительный период, но кто знает. У нас такова конфигурация 2026 года, что тут нужно не отложить что-то на потом, а именно свои таланты развить. Чтобы не осталось, вот понимаете, вы как закладываете, складываете в копилку будущего успеха, может быть, и вашей популярности, может быть, и нового источника дохода, какую-то очень важную конфигурацию, состоящую из ваших решений, может быть, и из ваших знаний, возможно, и из знаний, из закона, вот у кого-то так. И это будет означать в конечном итоге новое качество жизни, десятка пентаклей. Здесь все совмещено. И надежные люди, и финансовый достаток, и вопросы дома, жилья, ну и, понятно, это как откуда к вам приходят деньги. Поэтому здесь как будто именно на, может быть, начало лета, да, хотя мы до конца смотрим. Но я так могу предположить, если взять астрологию, то это какой-то вопрос или тема, когда вы что-то хотели осуществить, но пока на конец мая, то есть весны, да, на начало лета, это еще пока выглядит какой-то путаницей. Вот такие мудрые решения вам, скорее всего, придется принимать. Но здесь, знаете, ведь для кого-то может означать выход из одиночества. И может быть какое-то знакомство, как судьбоносное. Но где-то вопросы могут касаться все равно. Но насколько глубоко я готов следовать вот за конкретным человеком. Или насколько далеко, да, если мы говорим как дистанция, насколько долго я или человек готов вас сопровождать, или, в принципе, вы рассматриваете какие-то отношения. Потому что это ведь неожиданно что-то у вас появляется. Но, наверное, вам придется делать выбор.
Вы от этого не уйдете, потому что тут вот по судьбе складываются так именно и обстоятельства с вашим желанием. Но иногда ведь отшельник, он будет тоже говорить о таком сложном диалоге внутри нас, соглашаюсь я на это или нет. Ситуация выбора у вас может быть. Что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь? Много общения. Ну, как я уже говорила, основная задача, знаете, если было много общения, тут не в количестве людей, а в надежности, в качестве, то есть их вопрос. Но, в принципе, если до конца лета скучать вам будет некогда, это, в принципе, карта предполагает общение с разными людьми. Может быть, с людьми, говорящими на разных языках, потому что это карта парк, где встречаются самые разные персоны. По аркану умеренности, значит, есть какая-то тема, которая нас говорит, старший аркан. Ты куда-то или с чем-то, ты не торопись. Тут у тебя будет обязательно в течение лета какой-то такой маневр, когда, ну вот, наверное, и звезды сойдутся, и каким-то образом обстоятельства и ваши желания. Вот я уже в который раз это повторяю. Здесь есть по 4 пентаклей. Иногда это карта ревности, ну, иногда это карта жадины, ну, кто знает, да? Ну, вот, может быть, и совпадет такой какой-то сложный узел, да, жизненный, переплетение, когда и терять-то не хочу, и отпускать-то не намерен, но и быть в какой-то зависимой ситуации я тоже не хочу. Вот как интересно. Тут вам придется решать какой-то вопрос, это точно, который долгое время стоял на паузе, и, может быть, это касается личной жизни. Мало что личной жизни, так еще и сопровождается, может быть, какими-то сомнениями, страхами. Вот вам выбирать словно или правильно проанализировать, как и внутренние сомнения, страхи, ну, так и собственные иллюзии. Вот может быть то, что раньше и было обусловлено, да, вот это ожидание, как кому-то вы не верили. Или думали, что завтра новый день, и с ним придет что-то более интересное, ну так в целом. А мы ведь все-таки спрашиваем о переменах. Поэтому и вас самих может смениться такая конфигурация, когда вы что-то раздумывали, а здесь вы как будто меняете энергии, понимаете, и это очень символично, потому что фортуна ускоряет как будто какой-то процесс. Так вот, вам не захочется что-то терять. Вы понимаете, что упущу время, значит, упущу саму возможность навсегда. И, скорее всего, к этому будут способствовать еще и какие-то новости или обстоятельства, когда даже ваша эмоциональная сфера, она как будто тоже меняется. И если даже те вопросы, которые вы, это точно, прежде, знаете, больше рационально обдумывали, или, ну, оно вас не цепляло, то вот теперь как раз не хочется терять возможность статуса, ну, как бы нового, может быть, это карьера. У кого-то это будет связано именно с личной жизнью. И вот все то, что я говорила, тут есть вам, как будто, как и люди, которые не случайно первая карта именно дом в колоде Ленорман, которых и не хочется терять, не хочется упускать какой-то вариант, не хочется и вам что-то откладывать на потом, потому что по аркану императрица само по себе благополучие. Но и для кого-то, может быть, что изменит ваши планы, правда, какое-то знакомство. И для вас, мои дорогие девочки, это вы сами. Может быть, и предложение, как по статусу, да, через работу, через личную жизнь. И вот эти все энергии, которые только что описала, вас самих, ну, такая доля скепсиса, может быть, она и есть. Но четко видят близнецы, что если сейчас я тут как-то правильную конфигурацию себе не сложу, то завтра этой возможности просто не будет. Аналогичное что-то, мои дорогие мужчины, может в вашей жизни быть по поводу женщины. И поэтому какие-то шаги навстречу, приготовьтесь, что изменит ваши планы. Вам придется делать какие-то шаги навстречу. Может быть работа, но точно так же это может быть и личная жизнь. Карта совет. К чему приготовиться? Опять же нам говорят о какой-то задвоенной истории. Вообще это карта лилии. Лилия это всегда, знаете, да, это где-то более холодные такие энергии, но это о искренности, это о верности,
И нам же Чиро Маркетти прорисовал, ну, тут каллы, да, ну, это где-то символика одна мы берем. И он прорисовал в двойном варианте. Есть свежие цветы, живые цветы, а есть точно такой же повтор, как на витраже. Поэтому тут какая-то история из прошлого, которая с новой силой, с новыми энергиями, с новыми возможностями. Вот к чему приготовиться? Что-то тут вы будете явно переделывать, передумывать или что-то улучшать. Но это не совсем что-то новое. Вот к чему приготовиться. Продолжение следует, мои дорогие близнецы, на последующий период. И у нас ретро-Плутон до 19 октября или до 16, вот я тут могу, то есть, скажем, до 16, да, до середины октября. Но у нас еще и будет там ретро-Сатурн, который до 11 декабря. Поэтому какие-то вопросы, которые вы будете это точно продолжать, вот вы, видимо, за лето определитесь с какой-то темой окончательно. И это ведь тоже карта шанса, карта возможностей. Вот посмотрите, и туз пентаклей, и карта императрица, и десятка пентаклей. Да, может быть, по отшельнику вроде в вас есть какие-то вот такие холодно-рациональные энергии, и в то же время избавлены от импульса вы не будете. Вот к этому вы не останетесь равнодушными. Именно потому, что не хочется что-то упускать. Поэтому тут буквально само благополучие спешит в вашу жизнь и на ваш порог. Делайте правильные выводы, мои дорогие близнецы. И фортуна вам в этом помогает. Ну, наверное, вот эти добрые перемены, которые выпали в карте пасьянса, говорят, что не будет, как прежде. Здесь все должно быть в сторону счастья с большим плюсом. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.